Всем привет! Вы на канале Дамлекс Realty, наша очередная рубрика «Вопросы и ответы». Меня зовут Марина, и теперь поехали. Где лучше покупать недвижимость для жизни, а где для инвестиций? А вы никогда не пробовали купить недвижимость и для жизни, и для хорошей инвестиции? Это реально воплотить в жизнь. И если покупать в топовых локациях и в крупных городах, и там, где у нас рынок есть национальный и рынок интернациональный. К таким местам относятся Барселона, Мадрид, Сан-Себастьян. И потихонечку подтягивается Малага, но ей, конечно, до этого уровня еще далеко. Поэтому, если вы хотите и ликвидный с точки зрения инвестиционного вложения объект, и для жизни, возле моря, это Барселона. Это только Барселона. И если вам хочется столичной жизни, я Мадрид тоже обожаю, то, конечно же, это Мадрид. Сан-Себастьян тоже люблю, но там холодно и некомфортно. Вы пытаетесь разделить эти два понятия для жизни и для инвестиции, помните, что есть места, где это можно совместить. Если же вам не хочется жить, например, в Барселоне, вы хотите на побережье купить себе недвижимость, не для инвестиций, как написали, а для жизни, то тут уже вы выбираете, исходя из своих эмоций, что вам ближе, что вам больше нравится. Но я всегда моим клиентам, когда мы начинаем работать уже непосредственно созваниваясь, переписываясь, я, конечно же, всегда определяю точки, которые максимально подстрахуют моего клиента. Да, то есть места на побережье, например, мы сегодня снимаем в Плая-де-Аро. В Плая-де-Аро ликвидность на сегодняшний день выше, чем в Лорет-де-Мар по определенным причинам. По каким, кстати, в одном из рилсов я рассказывала о кризисе в Лорет-де-Мар, мы оставим здесь ссылку, вы посмотрите. Поэтому даже на побережье есть места более ликвидные, чем там соседние города. Но опять же, Плая-де-Аро, конечно же, проигрывает в ликвидности и в инвестиционной стабильности Барселоне. Резюмируя, для жизни мы покупаем то, что нам на душу легло, а для инвестиций, если вы имели в виду инвестиции с точки зрения коммерческой недвижимости, ну, конечно же, крупные города. Кто-то может спросить, а почему я не рекомендую отель на побережье? Вот здесь тоже можно записать целый отдельный ролик о том, как разоряются наши русскоязычные инвесторы, покупая отели на побережьях, потому что вам всем кажется, что это очень легкий бизнес. Как я могу разориться, если Испания страна в Европе по туризму номер один, отель я куплю на первой линии моря, ну там же просто будешь бабки рубить. А не так. Владение отелем и вообще работа отеля – это очень масштабный бизнес. И если вы никогда этим не занимались, вы разоритесь. Я не хочу, чтобы мои клиенты потом плевали мне в спину и сказали, что мы из-за тебя потеряли деньги. Поэтому я отели не рекламирую. Если вы хотите грамотно инвестировать, есть инвестиции очень хорошие, очень интересные, в первую очередь в крупных также городах. Но можно о чем-то поговорить и на побережье, но не об отелях. Но об этом уже при личном разговоре. Как понять, что цена объекта действительно соответствует рынку? Я просто пытаюсь понять, как вам понять, что цена соответствует рынку. Потому что я-то для себя все понимаю. На самом деле это очень сложно сделать. И я понимаю, почему многие из вас попадают в просак, выбрав не то агентство или неопытного агента. Особенно если это касается инвестиций, вы доверяетесь людям, а потом получается, что вы уходите в минус. На самом деле очень много таких случаев. И как понять? Ну, здесь, во-первых, можно анализировать рынок с помощью, например, того же портала «Идеалистка». Они выдают цены в каждом конкретном районе, у них можно посмотреть таблицы цен. Кто не знает, «Идеалиста» – это местный портал испанский по недвижимости. Но там тоже есть некий перекос, и не всегда дается объективная информация, потому что портал анализирует цены только выставленных объектов вот в конкретный период, когда они проводят анализ. И бывает так, что в анализ попадают объекты, которые растиражированы много раз. Например, в Барселоне я как-то раз решила подсчитать, сколько в районе Шамполь повторилась одна и та же квартира в публикации. Она повторилась 57 раз. 57 агентств выставили одну и ту же квартиру. И представьте, вот эта квартира
попала, например, в статистику по ценам. И, конечно же, она ее размазала. И статистика получилась не очень объективной. Но, тем не менее, какое-то примерное представление о рынке вы, конечно же, можете получить. Ну и потом насмотренность. Когда вы приезжаете сюда, вы же смотрите не один объект, вы смотрите пачками, иногда даже чересчур много. А те клиенты мои, которые, например, сужают зону поиска, я наоборот им советую, давайте посмотрим больше, чтобы у вас и в разных зонах, допустим, вы хотите купить в Лорет-де-Мар, давайте посмотрим в Плая-де-Аро, в Тоса-де-Мар, в Бланосе, если хотите, даже в Барселоне. Мне не лень с вами объехать здесь все побережье, потому что моя задача дать вам полную картину о том, что есть на рынке и сколько это стоит. И когда вы сами посмотрели объекты, вы приценились, вы посмотрели, вам лучше сориентироваться, почему вот это стоит 1 000 000, а вот это стоит 750 тысяч, а это стоит 1,5 миллиона. Поэтому насмотренность, она тоже играет большую роль в этом деле. Здесь вам нужен опытный профессионал. Тот, который будет гнаться не за сделкой, чтобы заработать свою комиссию, а за качеством сделки, чтобы продать вам тот объект, который действительно стоит тех денег, которые вы за них платите. Какой объект за 20 лет работы запомнился вам больше всего? У меня сразу, знаете, это как лента в кинопленке так прокручивается. Их столько было. Какой объект мне запомнился? Слушай, я вам скажу не так. Знаете, что мне запомнилось больше всего? Наши первые продажи, и у меня до сих пор такое трепетное отношение к этому месту, это Импурия Браво. Потому что, представьте, мы жили в Барселоне, Импурия Браво – это почти на границе с Францией. Но наши первые сделки на Коста-Браве именно были в Импурия Браво. Причем подряд 3 клиента именно на дома в Импурии Браво, на каналах, потому что Импурия Браво тогда была очень популярна среди русскоязычных покупателей, ее продавали как испанскую Венецию. Потом это немножко сошло все на нет. Все-таки далековато от Барселоны, и сложно был аэропорт только в Барселоне, в общем, да. Но я каждый раз, когда приезжаю в Импурия Браво, вот я только подъезжаю к ней, я въезжаю в город, и у меня сердце начинает трепыхаться, потому что именно с этого города начался наш такой длинный путь продаж на Коста-Браво. А какой-то конкретный объект мне сложно сказать, потому что они все разные. Они все разные, но они все подобраны для моих клиентов с любовью, потому что я вижу клиента, я вижу, что он хочет. И я подбираю для него тот объект, который максимально ему подходит. Поэтому мне не стыдно ни за один проданный нами объект. Что изменилось в запросах покупателей за последние несколько лет? Вообще я хочу маленькую ремарку сделать. Я не готовлюсь к этим ответам. Вот прямо рандомно мы выбираем, и все эмоции, которые, видите, я, может быть, иногда даже где-то спутанно вам объясняю, просто потому что я за такой формат, за честный, без подготовленных ответов. Итак, что изменилось в запросах покупателей в последние... Да, есть очень классное изменение. Вы стали больше ценить деньги, которые вам теперь даются намного тяжелее. Вот мы в нашем, казалось бы, таком не очень важном деле, как продажа недвижимости, мы не ракеты в космос запускаем, людей не спасаем, да? Но мы видим, вот как с изменениями или с какими-то экономическими кризисами меняется портрет клиента. До 2014 года он стал годом таким водораздельным во многих направлениях. До этого времени клиенты были какого? Я впервые в жизни от русскоязычного клиента до 2014 года, не помню, какой это год был, услышала такое понятие. Я хочу дом-тысячник. Я думаю, что дом-тысячник – это что? Что это? Я думаю, какая-то технология или еще что-то. Мне так стыдно было спросить, я же профессионал, что такое дом-тысячник?
И потом, в очередной раз, когда я услышала, я спросила у девушки, у моей клиентки, я говорю, у него муж все говорит, дайте мне дом тысячник. Он там мне все писал, тогда еще по мейлу больше переписывался, чем по WhatsApp. А я с его женой тоже была в контакте. Я спросила, ты можешь мне объяснить, пожалуйста, дом тысячник, что это такое? Он такой, да это 1000 метров квадратных или более того. И я поняла масштаб бедствия, потому что дом тысячник, 1000 квадратных метров, здесь днем с огнем не сыщешь. А он хотел несколько посмотреть и выбрать из них тот, который ему больше всего понравится. Так вот, дома-тысячники теперь не запрашивают. После 2014 года аппетиты людей стали приходить в какие-то разумные границы. И сейчас я вижу, и меня это очень радует. Не потому, что там, допустим, мы стали жить хуже, и это меня как-то радует. Нет, просто люди стали понимать, что деньгами разбрасываться не нужно. И если, это очень часто слышу от моих клиентов, я буду приезжать сюда на там, пару месяцев летом, ну и, возможно, зиму перезимовать. Зачем мне дом 500 квадратных метров? Мне хватит 250-350. Вы представляете, насколько люди стали разумно подходить к покупке? То есть то, что раньше у вас вызывало смех, и вы смеялись и шутили, иногда очень даже злобно над испанцами, над французами, что они нищеброды, покупают себе домики за 250 квадратных метров, то сейчас вы стали такими же, вы стали разумными, вы стали больше разбираться в семейной экономике, в том, как спасти или приумножить свои капиталы. И меня это очень радует. И многие клиенты, например, вместо огромного дома у моря, как раньше это бы было, покупают, допустим, какой-то дом поскромнее, не так близко к морю, но с видом на море, плюс квартиру в Барселоне для себя, там, что они говорят, вот я старый буду, не смогу здесь на побережье жить, машину водить, буду жить в Барселоне, но куплю сейчас, потому что там, к тому времени, когда я уже соберусь в Барселону перебираться, она станет дороже. То есть я вижу, что вы научились распоряжаться своими деньгами. Какие объекты лучше всего сохраняют свою стоимость во время кризиса? Я уже очень много об этом говорила и в соцсетях, и здесь, по-моему, мы тоже записывали. Тут не нужно быть риэлтором с большим стажем, просто задайте себе вопрос. В вашей стране, а наши страны пережили очень много кризисов. В каких городах или в каких местах лучше всего сохранялись цены, меньше всего проседали и быстрее всего рынки восстанавливались? Если вы задумаетесь, вы наверняка ответите: в крупных городах. В Испании все то же самое. Крупные города: Барселона, Мадрид, Сан-Себастьян. Чуть отстают Малага и Валенсия. Вот это 5 основных городов, где можно вкладывать и где в кризис цены выстоят. Но Андалусия в целом экономически всегда была слабым регионом. И в кризис, даже в Малаге, там он ощущается намного сильнее, чем в Мадриде или в Барселоне. Поэтому если мы вообще сужаем зону поиска, то это у нас 3 города: Барселона, Мадрид и Сан-Себастьян. Эти 3 города, которые лучше всего держат удар во время кризиса. Цены, естественно, когда был мировой кризис, например, рассели, но они очень быстро восстановились. Поэтому если вы ищете максимально надежный рынок для инвестиций, для того, чтобы не потерять деньги во время кризиса, присматривайтесь именно к этим 3 городам. Ну и на этом я буду с вами прощаться. Вопросов у нас еще осталось очень много, и мы будем продолжать отвечать на них. Ну а с вами была Марина. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии, пишите новые вопросы. Может быть, кто-то хочет спросить у меня что-то более личное о моем опыте жизни здесь. Все-таки я 26 лет здесь живу, и мне, я уверена, есть чем с вами поделиться. Ну и до новых встреч. Пока-пока.